Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. Сразу же хочу сказать об акции, которая проводится сейчас, к дню моего бракосочетания с моей женой Софией, 5 сентября. И по этому поводу мы решили сделать акцию и в виде просада сделать 15% скидки на все продукты моей школы и сайта компании «Тибетская формула». Для того, чтобы получить подробности, перейдите с телефона по данному QR-коду и получите необходимую скидку. Ну что, давайте начнем. Сегодня я, конечно же, постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые вы задали мне, а также сейчас задаете. Надеюсь, наша тема сегодняшняя коснется многих. Могу сказать, что внутреннее желание у меня появилось как можно больше давать бесплатной информации, более практичных таких моментов. Дело в том, что мы проживаем достаточно сложное время. Это время кризиса, время падения у людей желаний, возможности чем-либо заниматься. Ну и, конечно же, я бы не хотел находиться в стороне от этих моментов и этих событий. Конечно же, мне бы хотелось дать как можно больше идей, а также дать как можно больше методов, которые помогут просто обычным людям, а также ученикам школы Кайлас каким-то образом справиться с теми ситуациями, в которые они сейчас попадают, и, в общем-то, в дальнейшем наладить свою жизнь. И у меня сразу же такой вопрос. Я обычно вопросы не задаю, потому что некому отвечать, так как я сижу сейчас в совершенно пустой комнате перед видео, как он называется, перед камерой. И, конечно же, понимаю, что этот вопрос скорее риторический будет, чем вопрос, на который мог бы кто-то ответить. Тем не менее, начну с вопроса. Скажите, что бы мы сделали, если бы прямо сейчас мы увидели Бога в человеческом облике? Это такой вот вопрос, и у меня сразу же гипотетически появляется идея, наверняка, если бы и вы бы это знали, то есть человек бы подошел к вам и сказал: перед тобой стоит Бог, что ты будешь делать? Наверное, этого никогда не произойдет, но тем не менее. Ну, наверное, обычно возникают такие идеи. Если передо мной Бог, то нужно у него что-либо попросить. Согласны? Потому что мы привыкли у Бога что-то просить. И тут сразу же такой вопрос, знаете, он где-то более такой, наверное, понятный. Скажите, а почему Бог нам должен что-то давать, даже если мы у него что-либо просим? А вы знаете, что есть древние книги, древние индийские книги, совершенно любая религия, которая известна человечеству, практически в каждой этой религии говорится о том, что в каждом человеке и в каждом существе и во всем, что мы видим, или во всем, что вокруг нас происходит, даже в этом, находится частица Бога. И вы знаете, что, по моему мнению, это дает нам определенную эзотерическую модель. И мне бы хотелось сегодня поделиться с вами основной такой эзотерической тайной. И первая эта эзотерическая тайна, она будет звучать следующим образом. Наверное, так. Проявляя нежность, получаешь благость. Что это обозначает? Вот смотрите, сейчас идет время, когда денег не хватает. Очень много людей жалуются по поводу того, что близкие ведут себя агрессивно по отношению к ним. Очень часто мужчины и женщины начинают нервничать по отношению друг к другу. И, наверное, очень много людей бесконечно не могут ответить на вопросы, такие риторические: почему у одних хорошо, у меня плохо, почему мне не везет с деньгами, почему у меня не получается там что-либо продать, почему вообще такая несправедливость. Ну и ответ, он вот такой. Если человек обращается с Богом и обращается с близкими, то это одно и то же. Вот посмотрите, как это устроено. Допустим, я общаюсь со своими близкими, проявляю ли я к ним внутреннюю нежность?
Проявляю ли я это качество внутренней нежности по отношению к деньгам? Можно ли из этого сделать определенную медитативную формулу? Конечно, я сейчас об этом расскажу. Раньше ведь я вам рассказывал или говорил о том, что куда течет, наверное, чувство, то с нами и происходит. Даже не так. С нами происходит то, что мы чувствуем. Очень часто именно так это все происходит. С нами происходит то, что мы чувствуем, и наши чувства создают события. Что же такое нежность? И можно ли сказать, нежность может быть агрессивной, нежность может быть не настоящей? Ну, скорее всего, нет. Именно поэтому, создавая свое проявленное состояние нежности, мы фактически создаем чувство относительно энергии и энергии к Богу, а Бог в этом случае создает для нас благость. Итак, если взять это как концепцию, здесь сразу же вопрос такой, знаете, он звучит так: почему же нельзя просто попросить у Бога? И тут сразу же такой ответ. Ну вот смотрите, а если я, допустим, мужчина, который нуждается в интимной жизни, могу ли я просто так попросить этого у чужой женщины? Ну и тут сразу же такой вот ответ: ну конечно же нет, это будет неприлично, некультурно. А тогда скажите, а что мне необходимо проявить по отношению к этой женщине? Давайте я вам отвечу. Наверное, нежность, которая может проявляться в виде заботы, которая может проявляться просто в виде чувств нежности. Таким образом, проявляя нежность, будет ли у меня больше возможностей получить то, чего я желаю от женщины? Ну и сразу же ответ такой: ну скорее всего да. Я обычно говорю, когда мы начинаем думать о деньгах, я сейчас расскажу, как с этим всем работать. Когда мы начинаем думать о энергии любой, то мы должны понимать, что любая энергия — это бешенство, это огромный поток или огромный такой, наверное, конь, которого необходимо приручать. Обычно говорят: будь спокойнее, нельзя запрыгнуть в скорый поезд. Именно поэтому я часто говорю, что не стоит желать многого сразу, иначе, не изменяя скорость своей жизни, можно попросту потерять любой свой доход. Так очень часто люди совершают ошибку в жизни. Они уже имеют какой-то определенный доход, но получая информацию, эта информация в большинстве своем может появляться из разных источников. Большинство эзотерических мастеров ее представляют как уникальную информацию, где говорится о том, что сознание изменяет жизнь человеку, что с помощью сознания намерений и сознания построения определенных задач можно достигнуть большего или хотеть большего. А теперь смотрите, разве человек, не изменяя свои чувства, может захотеть большего? Я вам могу сказать, в чем ошибка. У вас для того, чтобы большие деньги или большое счастье — это скорый поезд, а человек не может вскочить в скорый поезд. Почему? Он физически недостаточно подготовлен. То есть по-другому это звучит так: пока его чувства не изменятся, а ведь именно чувства формируют события, он в скорый поезд не запрыгнет. И вот что происходит. Наше сознание, оно формирует идею, которая на самом деле действительно может изменить человеку судьбу. И вот что происходит. Мы говорим, если мы раньше ставили программу, допустим, что раньше не было никакой программы, мы начали зарабатывать 1000 рублей в месяц, допустим, и после этого просмотрели видео какое-нибудь и начинаем говорить себе: я желаю, чтобы со следующей недели или в течение этого года я буду получать, или я получу 1 миллион рублей каждый день. И после этого деньги совершенно исчезают. Почему? Потому что таким образом просьба произошла, поезд начал мимо вас лететь, а вы не смогли в него запрыгнуть. Но дело в том, что он оттянул вас, потому что вы за ним начали бежать от того места, где вы находились и где вы жили комфортно и зарабатывали достаточно хорошие деньги. Именно поэтому ставить такие программы или ставить такие задачи не очень хорошо, потому что они 100%, наверное, даже 200% из 1000 приведут человека к тому, что у него ухудшится материальное благополучие вместо того, чтобы улучшиться. А скажите, вот нас сегодня очень много присутствует, почти 12 000 человек. Скажите, а у кого такое было? Ответьте мне прямо сейчас.
Итак, сегодня такое вот открытие или полезная информация. Тогда, если в каждом человеке или в каждом элементе, или в каждом событии, таким как зарабатывание денег, таким как любовь, привлекательность, желание выйти замуж, или просто отношения в семье, или просто отношения со внешним миром, бизнес, магазины ваши, интернет-магазины. Если гипотетически предположить, что в этом всем, что нас окружает, и то, что нас безумно заботит, существует божественная энергия, и мы ее встретили там. Скажите, что мы должны сделать? Какую основную эзотерическую практику прямо сегодня я хочу вам предложить? Эта эзотерическая практика, она будет связана с тем, чтобы вы мысленно проявляли, допустим, к своему магазину, или, допустим, к своей семье, или, допустим, к мужчинам, или, допустим, к женщинам, или, допустим, просто ко всему миру, я не знаю, в общем, к чему вам там придется, с чем вы контачите, проявляли мысленно сознание, создавая программу нежности. Таким образом, нежность, проявляя в сторону материального благополучия, в сторону своей семьи в виде чувства, помните, я об этом говорил, тогда в нашу сторону начинает течь любовь. А как известно, куда течет любовь, туда и начинают течь деньги. Течет к нам благо, благословление. Помните, я говорил, что отдавая нежность, получаем благо. Вот смотрите, проявляя нежность к женщине, получаем женщину. Проявляя нежность к деньгам, получаем деньги. Но эта нежность, она должна быть в виде идей таких. Вот смотрите, когда человек проявляет нежность, он должен это делать в виде медитации. То есть он садится и начинает думать, вот у меня плохо, денег у меня не получается зарабатывать и так далее. То есть он проявляет негатив, разочарование. А что нужно делать? Нежность проявлять. Да, у меня не получается, ничего страшного, все получится. Вы мои хорошие, вы мои любимые, маленькие мои пупсики, зайчики, радости и так далее. У меня все получится, я же там хорошо к этому отношусь и так далее. Конечно же, если принять это как идею и работать с этим как с творческой идеей, то это очень быстро изменяет вашу жизнь. Я об этом говорил, просто не давал вот совершенно такой четкой практики. Итак, практикум такой можно придумать для себя. То есть, допустим, у вас есть семья, где все между собой ругаются. Вы можете, стоя на арбитреке или стоя, не знаю, там, с сапкой на огороде, начать выполнять медитацию, которая будет заключаться в том, что вы будете эфемерно представлять всех людей, которые являются вашей семьей, где слово «семья» будет являться фактически элементом связи вашей души с божественной энергией, которая есть в этих людях. И после чего вы начинаете проявлять к ним нежность. И вы мои зайчики, мои пупсики, я вас всех люблю. И так приятно, когда вы есть. Но это не обязательно произносить, это нужно чувствовать. И иногда чувство выделяется без нашего сознания, так как наше сознание иногда сбивает сам поток данных чувств. Проявляя к ним это, вы увидите, как все начнут проявлять благость, хотеть что-то делать для семьи, хотеть что-то создавать для семьи, хотеть быть ближе в семье, хотеть обниматься со всеми и так далее. Также можно делать и со своим бизнесом. Представили свой бизнес, который не получается, но не страдаете при этом, а начинаете думать: мой хороший, там, мой любимый, такой хороший, там. Ну и излучать при этом, я не знаю, найдите свои слова, излучать при этом вот это состояние нежности, которое может появиться и которое необходимо в эту сторону направлять. Также, если вам очень сложно, необходимо представлять, будто ваш бизнес — это маленький грудной ребенок, которого нужно нежно погладить, или нежно покупать, или нежно полить там чем-нибудь, я не знаю, запеленать, погреть, поцеловать, поиграться с ним. Таким образом и проявится тот элемент, который называется получить благость от того, что у вас не получается сделать. Не нужно алкоголиков запихивать, затаптывать и так далее. Они не могут вам что-либо давать, потому что очень часто от нас только претензии. Ты снова пьяный, снова. Но вы же не спрашиваете, ты снова голодный был целый день, у тебя снова были холодные ноги, ты снова ни с кем не общался. Вы же этого не спрашиваете, у вас только одна задача: ты пьяный, ты пьяный. А человек не пьяный, он оторванный от вас. А что он хочет от вас? Я хочу вам открыть тайну. Каждый человек хочет сделать что-либо для другого человека, но он боится.
Я сегодня ехал со своим шофером, он молодой, холостой, и я ему говорю: ты знаешь, пока мы молодые мужчины, то мы хотим женщину, но боимся подойти. А потом, когда мы уже не боимся подойти, то уже не хотим. В этом, наверное, особенность или дилемма этого мира. Ну, ваш эзотерический учитель, который говорит правду. И то же самое происходит и здесь. Это важно представить своего мужчину или представить своих детей и направить в их сторону нежность. Вот эта нежность, которую вы направите, она изменит этих людей. Это одна из самых лучших эзотерических практик, которая может тотально изменить вашу судьбу на 100%. Вторая тема — боль и неудачи. Вторая тема — боль и неудачи. Неинтересные вопросы задаете совершенно. Какой метасоник купить, чем мне заниматься и так далее. Ну, вы знаете, ведь это видео, оно дальше будет посвящено людям, которые захотят познакомиться со школой, захотят изменить свою судьбу. Скажите, разве ваши индивидуальные вопросы, они могут быть интересными для всех людей? Ну, давайте уважать их тоже. Возможно, кому-то неинтересно слушать те вопросы, которые вы задаете. Попробуйте сегодня найти ответ в том, что я буду вам давать. Дальше, боли и неудачи. А скажите, когда вы кричите на человека и хотите его наказать, чего вы хотите на самом деле? Чего вы хотите на самом деле? Я могу вам сказать, вы хотите боли. То есть в тот момент, вот смотрите, сегодня девочка вот пишет: Владимир Андрей Андреевич, дочке 12, сложные отношения одноклассников, в результате постоянное напряжение, живем в селе с одной школой, теперь в другую школу нет возможности ходить и так далее. Что нужно делать? Послушайте внимательно ту тему, о которой я сейчас скажу, которая называется боль и неудачи. Как не привлекать злую энергию? Послушайте внимательно то, что я вам сейчас скажу. Итак, тема номер 2. Когда мы кричим на человека и хотим его наказать, нам хочется ему сделать больно, да или нет? Ответ такой: да. То есть очень часто, когда человек один злится на другого человека, то он хочет, чтобы этому человеку было больно, ударить его, уколоть его, сделать этому человеку неприятно. Очень часто это происходит, возможно, справедливо, очень часто несправедливо, но это же все строит ментальную энергию. То есть вот представьте себе человека, который на рынке ходит, всех толкает, который там в семье как-то неправильно ест и так далее. Вокруг него создается оболочка, где огромное количество людей ментально, то есть с помощью своих мыслей создают идею такую, что они бы хотели, чтобы у этого человека появилась боль. То есть он становится должным этим людям боль, которую он должен им отдать. Кто с этим не согласен? Ну, наверное, гипотетически именно так и происходит. Таким образом, на протяжении своей жизни мы очень часто подвергаемся влиянию других людей, которые хотят, чтобы нам было больно. То есть любая задача человека, который хочет отомстить, обидеть, уколоть, это желание получить боль душевную, нравственную, внутреннюю или физическую у того человека, который для них был помехой или там создавал для них что-либо. Тогда здесь очень очевидно, что боль может являться чьим-то желанием того, чтобы она у нас появилась. Правильно ведь? И тогда ответ такой: ну, конечно же, видимо, когда боль у нас появляется, то она нам дана для того, чтобы мы рассчитались с кем-то этой болью. Понимаете? Мы должны рассчитаться этой болью. И сразу же я даю эзотерическую практику такую. Сейчас вы ее прослушаете. Что же делать, если она у нас появилась? Ее необходимо мысленно раздать всем тем людям, которые хотели, чтобы она у нас появилась. Это можно сделать, представляя, что ваша боль — это жидкость, которую вы раздаете всем людям, которых вы даже можете не знать, наливая им свою боль в чаши, завершая процесс долга. Таким же образом можно проводить обряд с ребенком, которую ненавидят в школе. То есть чего они хотят? Чтобы у нее появилась душевная боль и душевный страх. Научите ребенка реализовать эту душевную боль и душевный страх, отдав это в виде жидкости тем детям, которые желали от нее больше боли,
чем остальные, или всем одноклассникам. Это производится так: девочка сосредотачивается, при этом сосредотачивается на своих страхах и своей боли, и при этом старается это максимально из себя вылить, представляя тех детей, которые обижают, в чашах, наполняющие вот этими страданиями и болью, чтобы они наконец-то от нее отцепились. Таким образом, процесс отдачи долгов этим детям или отдачи вот этой боли будет полностью завершен. Вот. Дальше. Нельзя хотеть сразу многого. Пусть это слишком прытки. Почему? Я сегодня уже рассказал. Дальше. Не задавайте вопросы. Попробуйте меня выслушать, а потом уже зададите. Вы будете удивлены. Я на большинство ваших вопросов отвечу сейчас. Почему с человеком происходят одни и те же события? Я уже ранее говорил, хочу еще раз повторить. Дело в том, что наша жизнь является некой школой жизни. Очень часто слышно от людей, что это является школой жизни. Помните, Будда когда-то говорил о том, что существует причинно-следственная связь, я сегодня к ней вернусь. Таким образом, в случае, если человек, допустим, живет и у него происходит что-то очень плохое, то это говорит о том, что, скорее всего, он должен из этого какой-нибудь урок извлечь. Но дело в том, что в каждом уроке, который мы должны извлечь, должен появиться определенный вывод. Но здесь есть тайна. Она заключается в нашей религии и заключается в том, что нас воспитывают по-другому. Нас воспитывают через призму всепринятия. То есть обычно прощение является для человека более простым способом никак не изменить свою судьбу, чем сделать вывод. Ведь прощение — это не вывод. Прощение — это убегание от того, чтобы сделать вывод. То есть, а что же такое, как же сделать такой вывод? Вот смотрите, допустим, женщину бросил мужчина. Почему? Он ее бросил, потому что он был какашкой. Почему? Потому что он бухал, потому что шлялся, потому что денег не давал. Ну, понятно. Потому что, и дальше что должна понять женщина? Она должна понять, что он подлец. Что этот подлец, который не смотрел за семьей, который обижал детей, который не хотел детям или создавать с ней, и он от нее ушел. Плохо ли он ей сделал или хорошо? Но если сказать, чего он ее лишил, то лишил только одного. То есть он лишил ее интимной близости. То есть жить ради морковки — это все равно хуже, чем жить ради того, чтобы у детей было счастье, спокойствие и у этой женщины тепло в душе. И что она должна была понять? Она должна была понять, что существуют вот такие мужчины-негодяи, которые могут обманывать таких женщин, как она. И к таким людям относиться хорошо нельзя. То есть она должна быть безразличной, не хотеть мстить. Но она должна для себя понимать, что да, такие люди бывают, как мой муж, негодяи, подлецы, скотины. С такими жить я больше не буду. Как только она про себя проговорит или сделает такой вывод, в дальнейшем такой мужчина в ее жизни не попадет. Потому что вывод сделан. Ты прошла этот урок на отлично, вывод сделан. И дальше, Андрей Андреевич, а почему тогда мне все время берут деньги в долг и не отдают? Потому что вторая ситуация какая может быть, вот с долгом. У вас взяли в долг, человек не отдал, вас киданул. Вы говорите, я ему прощаю. Как вас научили в церкви или научили где-то. Сегодня я смотрел какого-то гуру, который сказал, что самое важное — это всех прощать. Нельзя всех прощать. Дело в том, что просто так прощая не делается вывод. Это вновь и вновь будет происходить. Наоборот, нужно сказать себе, что тот человек, который вас обманул, подлец, негодяй, скотина, сволочь, и что такие люди, скорее всего, бывают. И скажете, я с такими людьми встречаться не хочу, и таким людям занимать деньги не хочу. Вывод сделан, теперь нужно. Теперь это вас обучило, и теперь вы в дальнейшем к вам будут подходить и будут говорить, займи мне денег. Вы будете говорить, нет, у меня уже были такие, они занимали, кидали, это скотины, подлецы. Я не хочу, чтобы ты, моя подруга, стала какашкой, скотинкой и подлючкой, ленкой, змеючкой. То есть мне не хочется, чтобы это происходило. Именно поэтому я выполнила свой урок, я деньги подругам не занимаю. Вот так. Видите, как это все устроено?
Вот так это все устроено. Выводы делать нужно, а выводы это более сложно. Нельзя просто прощать. То же самое происходит идентификацией людей. Когда люди, допустим, делают какую-то гадость и им прощать, то они в дальнейшем живут, и никто не видит в них ментально подлецов. А если бы весь мир говорил, что этот человек подлец, он какашка, он, знаете, это как есть такая телефонная программа, там теги стоят. И после этого можно вбить телефонный номер и посмотреть, как этот человек записан у других людей. И ко мне начал проситься садовник, я этого садовника номер вбил вот в такую программу. И он записан у других людей как какашка, как обманщик, кидалово, обормот, там... Чикун-микун там и так далее. И после этого я думаю, нет, мне не нужен такой садовник. Я говорю ему, нет, извините, я вас не возьму. Почему? Зачем мне такой садовник, если он в других телефонах записан совершенно нехорошо? Правильно ведь, да? Ну что? Наверное, становится понятным, почему... с людьми происходят одни и те же события. Сейчас пока еще не время вопросов, наверное. Сегодня мне понравился вопрос такой, я тоже на него отвечу. Почему революции происходят сейчас? Почему появляются люди недовольные? Как людям с этим справиться? Я даже текст такой вот подготовил. Я его зачитаю. Может ли народ изменить что-то, влияя наверх людей, которые находятся у власти? Мой ответ такой: да, может. Но только революция должна быть другой. Революция, которую люди проводят, она направлена на то, чтобы уничтожить тех людей, которые управляют. Но дело в том, что у этих людей оружие, власть, сила и самое страшное — деньги. И за те деньги, которые есть у той верхушки, которая находится, они могут убить очень много людей. Вот, допустим, армия, которая находится в Российской Федерации, в армии служит больше 6 миллионов человек. То есть в случае, если в один город приходит, допустим, там 200 тысяч человек, и эти люди начинают кричать, то можно армии заплатить деньги, сказать, что это все неофициально, незаконно и является терроризмом, взорвать нечаянно бомбу, этих всех людей можно убить. И никому за это ничего не будет. Почему? Потому что у власти сила. И тут такой вопрос, а как же может быть по-другому? Я могу открыть тайну. Сделать это несложно, просто нужно объединиться и поставить ультиматум власти, что если так и так не будет, то после этого 1 или 2 месяца не заплатить налоги, квартплаты и так далее. Так власть начинает слышать. Запомните, власти люди не нужны, ее интересуют только ваши деньги и больше ничего. И единственная возможность влиять на власть — это не давать ей ваших же денег. Все, вопрос закрыт. Не надо никакая политика, ничего. Могут ли люди повлиять на власть каким-либо образом? Только одним способом. Это способ не отдать власти свои деньги. Все, конец. Конец власти. Власть, которая недополучит 3 месяца деньги ваши, она становится... никому не нужной. Почему? Не за что шиковать, получается. Не за что содержать, не за что шиковать. А есть валютный запас. То есть, если 3 месяца или 5 месяцев не платить, что-то произойдет со страной? Нет. Почему? Будут платить из своих карманов, из валютных запасов, будут платить, печатать новые деньги и так далее. Но люди упорно, как овечки. Знаете, очень интересные есть такие слова. Когда овец пасешь и в каком они загоне находятся, интересно ли у этих овец, интересно ли кричат овцы или нет? А если их не кормить, интересно или нет? А можно ли их загнать в любое место? Можно. А скажите, того, кто является пастухом, этого человека интересует, удобно овцам или нет? Ну, ему вообще все равно. А если они голодные или нет, его интересует? Тоже не интересует. А что ему нужно от овец? Ему необходимо молоко, шерсть и мясо. Тогда, если бы, в отличие от овец, у людей, если бы, в отличие от людей, у овец было бы решение отдавать свое мясо, шерсть или еще что-то, и они могли бы этим воспользоваться, то, скажите, к ним было бы другое отношение, к ним бы прислушивались? Естественно.
Тогда скажите, почему это никому не придет в голову? Ведь это очень несложно реализовать. В мире власть хочет только денег у людей. Она хочет забирать и отбирать деньги. И отбирать именно это. Поэтому людям живется плохо. А если люди перестанут отдавать деньги, на этом все закончится. Конечно же, сделать это быстро невозможно, потому что вы платите НДС в магазинах, вы платите там еще что-то. То есть у вас налоги забрали, после этого вы еще дополнительные налоги платите в магазинах, когда покупаете, или еще где-то. Конечно, это у вас забрать все равно они смогут. Тем не менее, даже вот такой ультиматум может очень пошатнуть репутацию и власть будет задумываться. И если бы это было массово, то тогда это было бы резонансно и очень эффектно. Я хочу сказать, кровью решить ничего никогда никому не удавалось. Почему? Потому что у власти сила. Почему? Потому что у власти деньги. А почему? Потому что эти деньги отдают люди. Конец. Почему власть плохая? Могу вам сказать. Власть плохая, потому что у большинства людей по отношению к власти не создается состояние нежности. Тогда если бы эзотерический метод, тогда если бы у огромного количества людей создавалось бы нежное отношение по отношению к власти, то, помня мою идею, о которой я говорил ранее, проявляя нежность, к тебе проявляется благость. Благость — это когда что-то хочется для человека сделать. А народ, который обсуждает, какая власть плохая, друг друга поливая грязью и так далее, появляется агрессия, а агрессия создает желание выживаемости. А где есть выживаемость, то нужно как можно больше вытянуть. Именно поэтому, когда люди проявляют свою агрессию по отношению к власть имущим людям, то они заставляют этих людей по максимуму начинать прятать деньги. Прятать, не вкладывать, забирать у людей и так далее. И это опасно, потому что именно это сейчас и происходит. Огромное количество людей настроены на то, чтобы негативно относиться к власти, тем самым, какая бы власть ни была, к ней всегда будут относиться плохо, и такая власть будет тянуть как можно больше. Одним словом, замкнутый круг товарищей. Поэтому не нужно нам никаких совершенно революций. Может ли мир жить только на хороших эмоциях? Вот такой вопрос еще. И ответ мой есть. Это нет. В мире не может происходить только хорошие события. В мире не могут происходить только хорошие эмоции. Ведь пройдя трудности очень часто, у людей, у нас, нам становится лучше. Почему? Очень часто от хорошей жизни очень заметно портится характер. Но это не тотально. Очень часто от трудностей характер становится лучше. То есть можно ли сказать, что трудности создают у человека новый характер? У многих людей последствиями трудностей является выстраивание характера хорошего человека. Так человек становится добрее, если у него были какие-то негативные ситуации в жизни. Так человек становится человеколюбивее. Это особенность такая нашей эволюции. Очень часто мы на фоне хорошей жизни или получая хорошую жизнь, почему-то вдруг становимся агрессивными, становимся бесчеловечными, становимся мстительными, злыми людьми. А ведь это плохо. Тогда получается одна из задач мира — сделать душу человека доброй. Тогда это можно сделать за счет того, чтобы человек был богатым. Когда он богатый, он портит свой характер. Или все-таки бедным и несчастным. Конечно, если человек бедный и несчастный, то необходимо создать для себя возможность становления характера. Если вы бедные, несчастные, становитесь добрее, становитесь нежнее, становитесь высокодуховными существами. Я вас к этому призываю. Одна женщина писала: Андрей Андреевич, можно ли мне заняться регрессивной психотерапией? Я хочу вам сказать, я не противник ничего, мне вообще все равно, чем люди занимаются. Я могу вам просто ответить вот как. Если плохие события, которые были в жизни человека, обычно так и происходит, повлияли на человека, и этот человек стал теплым, хорошим, добрым и человечным, то в случае, если, согласно регрессивному психозу,
психологии, или согласно эзотерике регрессивной какой-нибудь, там, найти первопричину, гештальт там, или еще что-либо, вычленить и с помощью гипноза убрать это воспоминание, то человек потеряет то, что он наработал. Ведь жизнь — это школа, и все в нашей жизни не зря. И человек потеряет просто хорошее качество своего характера. Очень часто на таком хорошем качестве его характера строится вся его условно психология или психологическое мировоззрение. Очень часто люди, убирая какое-нибудь плохое событие, даже ужасное событие, меняются категорично. То есть они становятся более злыми, более вредными, более нетерпимыми или более еще какими-то. Именно поэтому я хочу вам сказать, что на 100% человеку необходимы, как бы это ни звучало плохо, ситуации, в которых он появляется. Как быстро выйти из ситуации? Вот, Татьяна, смогу ли я выстоять в сложившейся ситуации? Я вам хочу сказать, как выходить из сложившихся ситуаций. Становитесь добрее к себе. Становитесь добрее к тем, кто рядом. Как проявляются ситуации? Если ситуация неприятная, и все в семье начали бухать, шляться, кричать, все, вас посадят. В случае, если ситуация сложилась, и все в семье изменились, и стали добрее, теплее, лучше, тогда ситуация будет решена в вашу сторону. Я не отвечаю на вопросы, соглашаться, не соглашаться, на приватизацию и так далее. Это не индивидуальная встреча с колдуном и магом. Это золотые капли мудрости от Андрея Андреевича Дуйко. Алексей Александрович, вы, Андрей Андреевич, стратег. Все правильно, революция должна быть именно такая. Но это же гуманная революция, согласитесь. Это же очень гуманно вот так относиться. Я хочу вам сказать, а вы знаете, что YouTube специально не индексирует мои видео? Почему? Потому что не хочет он, потому что он не хочет их продвигать, потому что он не хочет их индексировать. Почему? Потому что мои знания и то, о чем я говорю, очень изменяют людей в лучшую сторону. А миру не интересно, чтобы большое количество хороших людей появлялось. Неинтересно. Хотят, чтобы люди были злые, чтобы умели только есть. Видимо, духовный путь, он более, наверное, сложный для человека, а путь революции легче. Что даст революция? Агрессия порождает агрессию, зло порождает зло, убийство порождает убийство, убийство. Если люди проводят репрессии по отношению к власти, то в дальнейшем нужно ожидать репрессий по отношению к людям. Это всегда происходит. То есть после каждой революции должна быть структура, которая должна проводить репрессии. Почему? Давайте вспомним. После того, когда царская Россия стала Советским Союзом, с чего началось правление Советского Союза? С репрессий. Когда репрессировали всех недовольных. А что такое репрессия? Это прямое уничтожение людей. Возможность убрать этих людей из своей страны, но не выселять же их можно там убить, отправить куда-то и так далее. Так же происходит и в каждой стране будет так происходить после любой революции. Зачем так сложно все делать? Бывают же другие способы, они могут быть гуманными и очень простыми, где вот это возможно было в маленьких странах, Голландия, Швейцария, даже в Ватикане можно это сделать, в Италии, да где угодно. Но вот в наших мегаполитах таких вот стран, как Украина, еще в Беларуси это возможно. Белоруссия могла бы быть как Швейцария, если бы она вот так поступала. Не надо кричать: давайте свергнем власть. С вот этих трибун необходимо кричать: давайте отменим налоги. И теперь перестанем их платить, и пусть будет дальше этот президент. А нам все равно. Мы ни при чем. Помните мои идеи? Ее все время в школе озвучиваю. Мы ни при чем. Андрей Андреевич, как узнать, какой метасоник подойдет мне? А разве метасоники идут без описания? У нас, Женя, метасоники с описанием. Если метасоники с описанием, то вы что, сами не можете понять, вам надо больше денег или больше везения? Вы что? Что с вами, люди? Ну, вы даете. Что вы можете сказать о силе мысли и как это влияет на окружающих или на желания? Сила мысли существует, но
Дело в том, что сила мысли влияет на чувства, а чувства создают события. Поэтому в случае, если человек ненавидит и хочет другому человеку создать боль, сила мысли меньше работает, чем намерение. Намерение, желание создать боль у человека работает более сильнее, чем сила мысли или внушение на расстоянии. Я хочу, чтобы он меня поцеловал. Я хочу, чтобы он меня поцеловал. Это не работает. Нет сил жить, длительные депрессии, антидепрессанты не помогают. По полгода уже много лет. Помогите, что делать? Вам надо услышать то, что я говорю. Но, к сожалению, видно, забрало у вас закрыто. Почему? Я хочу вам сказать. Дело в том, что основа нашей жизни — это состояние радости. До того момента, пока вы не начнете себя тешить и радовать в малом, вот от того, что кушаете, от того, что чешетесь, пока вы не начнете считать себя маленьким ребенком, прекрасным и проявлять к себе же маленькому нежность, вы не найдете в себе Бога. Вот эти два качества, найдите в себе маленького ребенка и начинайте по чуть-чуть радоваться, могут полностью, тотально изменить жизнь абсолютно любому человеку. Скажите, вам понравился мой вебинар, который я сегодня провел? Лена Добаева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Шумы великолепно работают. Шум, победа всегда и везде. Был разлад с соседями. Они, как всегда, буянствовали, включали шум, прослушивали в наушниках. Наоборот, успокоилась и смотрела на все абсолютно спокойно. Вот была моя победа. Ура, Андрей Андреевич, великому учителю. Объясните, пожалуйста, как это работает. Когда у меня возникает какой-либо вопрос к вам, и через некоторое время необъяснимым образом ответ на него появляется в виде вашего видео или статьи. Как? Очень интересно, ученик вашей школы. Я есть то, из чего состоит ваша жизнь. Каждый ученик школы подключен ко мне. И каждый ученик школы, он каким-то образом передает свою информацию. С каждым учеником школы я ежедневно утром работаю. Большое счастье, что где-то я появился в вашей жизни. Большое счастье, что где-то вы появились в моей жизни. Скажите, пожалуйста, какие эзотерические причины возникновения варикозного расширения вен? Давайте я лучше расскажу не какие эзотерические причины, а что повлияло. Это отсутствие воли и отсутствие напористости и даже отсутствие желания себя защитить приводит к варикозному расширению вен. Как это можно? То есть муж обижает, она подчиняется. Муж там ведет себя как какашка, она говорит, все равно он самый лучший, я его люблю и так далее. Муж обижает детей, она говорит, нужно простить и отпустить. Это варикозное расширение вен. Как лечить? Делайте так. Берите колготы, вмакивайте их в оливковое или подсолнечное масло, одевайте их на ночь и в них, в мокрых, в оливковом масле колготах спите. А еще лучше, если и футболка, и колготы вмочить в оливковое масло. Делайте 30 дней подряд, и после этого забывайте о варикозном расширении вен навсегда. Скажите, пожалуйста, правда ли, что Вселенная проверяет, сует палки в колеса, дает не очень хорошие события, когда начинаешь что-то новое? Или это знак, чтобы не начинать? Дело в том, что вы очень о себе хорошего мнения. Вы всегда думаете, что на вас кто-то обращает внимание. Это не так, потому что это абсолютная глупость. Тогда почему же ничего не получается? У человека ничего не получается, потому что он не может быть везучим. А почему человек не может быть везучим? Я очень советую вам начать проходить мои первые ступени школы. Я очень часто об этом говорю. Дело в том, что в мире, где проживают миллиарды людей, быть более сильным сложно, быть более, наверное, физически сильным или быстрее умственно очень сложно, потому что это называется конкуренция. А вот развить в себе везучесть можно с помощью эзотерических практик. Что я вам хочу посоветовать? Везет больше тем людям, кто больше испытывает радость. И меньше везет тем, кто не испытывает радость. И как же, вот смотрите, человек начинает, что-либо начинает делать, и у него начинается. Не получится, деньги где взять, вообще ничего не получится, и близкие отговаривают, человек всего боится. Огромное количество негативных эмоций. Тогда как же это дать человеку? Ведь то, что мы чувствуем, это и создает событие. Правильно?
Каждый слышит то, что ему необходимо. Андрей Андреевич, как перестать поучать своих близких и требовать большего позитива, радости? Адвайту исповедую, понимаю, что у них свой путь, но как невыносимо смотреть на страдания. Для этого необходимо задать вам вопрос. Елена Чеснокова, Маркова. Елена, вы являетесь абсолютным человеком или нет? Или абсолютным существом? Если бы вы были абсолютно добрым, абсолютно счастливым, абсолютно радостным человеком, то вы бы имели право этого требовать у тех людей, которые рядом находятся. А я хочу вас научить. Дело в том, что красота мира заключается в его неидеальности. Не требуйте, не рисуйте абсолютное счастье в своем сознании. Абсолютное счастье в абсолютном том, что происходит рядом с вами. Вообще, вот это все убрать можно, если прислушаться к моим словам. Представляйте свою семью и направляйте в их сторону нежность. Вы очень удивитесь, потому что все в вашей жизни быстро изменится. Андрей Андреевич, трансформационные игры помогают человеку или это заблуждение? Может ли это взрастить человеку духовную гордыню? Дело в том, что любой обман, будь он игровой или будь он внушабельный, то есть смотрите, человек, допустим, который не умен, не красив, не здоров, не богат, он начинает себе произносить эти слова, допустим. Он говорит, я умен, я богат, я красив, я здоров, как этому обучают большинство людей, которые занимаются на сегодняшний день или популяризируют на сегодняшний день эзотерику. И это же обман. А у нас есть душа, у нас есть сознание и подсознание. То есть нам говорят, что с тобой это начнет происходить, если ты будешь это произносить. А это не произойдет. Почему? Ну, допустим, как сказала женщина, Вселенная. Вселенная или Бог, или, я не знаю, какие-то эти энергии, они хотят дать что-то человеку и индексируют этого человека, как в компьютерной игре или в компьютере, или там в Гугле. И начинают смотреть, что этому человеку нужно. А этот человек начинает чувствовать, я умен, значит ума ему уже не получить. Я богат, ну значит ты будешь оставаться в том состоянии, в котором ты есть. Я красив, тогда красивее ты не станешь. Я здоров, тогда зачем этим силам помогать человеку выздоравливать, если он уже для себя считает то состояние, в котором он находится, гармоничным. И ничего не происходит. Так и в играх очень часто происходит. Человек, я просто не знаю, о чем вы говорите, но возможно, просто человек гипотетически занимается самообманом, и это нехорошо. Чем мне заниматься? Я хочу вас научить. Смотрите, на сегодняшний день весь мир перешел в интернет-системы. На сегодняшний день есть такие системы, допустим, построение тоннелей продаж, построение воронок продаж, там, продвижение товаров в Инстаграм и так далее. Это курсы, они дорого стоят. Вам нечем заниматься, вы не знаете себе, не можете найти применение. Начните этому обучаться. Не ищите бесплатных, покупайте самые дорогие. Найдите, допустим, какой-нибудь сайт построения тоннелей продаж. Пойдите в эту, попытайтесь пройти академию тоннелей продаж, стать человеком, который будет архитектором тоннелей продаж. Начните это продавать. Подключитесь, кстати, сегодня к нашему тоннелю продаж. Вот так. Подпишитесь на наши новости. Кто-то же его сделал. Вот если бы вы были вот таким человеком, который может сделать, то могли бы продавать все, что хотите. Может ли музыка помогать людям? Да, может. Человеку необходимо черпать силы с получения красивой музыки. Каждый вечер, когда я ложусь спать, я обязательно включаю наушники и где-то 20-30 минут ни о чем не думаю, слушаю музыку. Также я стараюсь физически реализовываться, потому что очень часто отсутствие физической реализации не дает реализоваться нашей душе и нашему сознанию. Именно поэтому для человека, вот смотрите, ни одной мысли не приходит, никакое чувство не возникает, чувства только плохие. Что необходимо сделать? Нужен Орбитек.
нужна беговая дорожка, нужна баня. Вот что нужно. Нужно физически себя заставлять шевелиться, потеть и так далее. Тогда будут эмоции лучше, мозги лучше работать и так далее. Каждый день от 6 до 10 километров медленным ходом. Андрей Андреевич, если должник не отдает деньги, к нему тоже нужно направлять нежность. Ну, это один из элементов, который поможет вам вернуть деньги. Второй из элементов — это взять что-то взамен. Проходите мои ступени, об этом все рассказываю. Можно забрать больше, чем он взял денег. 18:50. Будем заканчивать. Надо... Андрей Андреевич, надо ли, когда запечатываешь энергококот, представлять его границы на расстоянии метра? Нет, ничего не нужно. Можно просто пальцем проводить, произносить Ом-Ахум Хахохри, Ом-Ахум Хахохри. Здравствуйте, пожалуйста, есть ли эзотерический обряд от инсульта? Да, эзотерический обряд от инсульта есть. Необходимо каждый день представлять, будто сверху льется черная или синяя вода, заполняя ваше сердце, заполняя вашу голову и ваше тело. При этом можно читать мантру от инсульта. Вы ее можете найти на моем сайте, на котором вы сейчас находитесь. Также есть эзотерические шумы, лечение инсульта. Попытайтесь их найти на моем сайте Дуйко Гуру. Сейчас, подписавшись вот сюда, вы сможете перейти в шумы Ситхи Саунд и там купить для себя со скидкой 15% шумы Ситхи Саунд от инсульта и от заболеваний сосудов головы. Так. Завтра Сангаян не будет. Елена Тупикова. Как спать в оливковом масле, а постельное белье? А я при чем? Ну я при чем? Саш, я при чем вообще? Я при чем? Ну я при чем? Ну зачем эти вопросы ко мне? Я при чем? Не делайте этого. У вас есть таблетки, операции. Я при чем вообще? У вас что, настолько все ограничено в сознании, вы не можете придумать, как обеспечить чистоту, не знаю, клеенкой себя обмотайте поверх этих колгот, да? Можно там клеенку положить вместо постельного белья. Положите постельное белье сверху и снизу, ненужные какие-то навыки. Я не понимаю вас. Ну, не понимаю вообще. Такое ощущение, что наши люди живут в коробках. Такое ощущение, как будто человек живет в коробке. Как будто его как тараканчика положили туда, забили со всех сторон, и он не может додуматься. Неужели так все плохо с творчеством? Здравствуйте. В какой сфере лучше зарабатывать деньги, чтобы быть полезной? Ученица 4-й ступени, член РТЕ. А вы что, не услышали то, что я сказал? В сфере построения тоннелей продаж, в сфере интернет, там, построения, создания лендинга, построения тоннелей продаж, продвижения в Инстаграм, Фейсбуке. Обучайтесь этому. Люди, вы если не будете этому обучаться, то вы в дальнейшем, чем бы ни занимались, ничего не будет получаться. Инстаграм уже далеко позади, нужно сейчас новые горизонты. Это тоннели продаж, это создание, становитесь архитектором тоннелей продаж, создавайте лендинги, делайте воронки, собирайте аудитории и так далее. Знайте, как там делать презентации, делайте свои YouTube-каналы и так далее. Вот это все приносит огромные возможности. Как вы относитесь к Бруно Гренингу 1906-1959? Вы меня компрометируете. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, если код и мантра больше месяца не срабатывают, нужно ее менять или продолжать, пока не сработает? Нужно вспомнить слова Будды Гаутамы, который сказал в свое время: ни постригание волос на лысо, ни изменения своего отношения к внешнему миру не позволят человеку стать духовным. Единственное, что может стать или сделать человека высокодуховным существом, это зарождение в себе зерна мудрости, которое будет проявляться в виде его внутренней добродетели. К чему я вам это сказал? Я вам хочу сказать, что большинство мантр и большинство техник и большинство эзотерических методов, они фактически и практически работают на 1% или до 1% с людьми, которые не хотят изменять свое качество чувствования.
В этом случае могу вам посоветовать то, что называется философия школы, и вот эти вебинары, которые называются «Духовность», «Как развить свою духовность», они являются ключевыми на пути к качеству и на пути к, наверное, эффективности всех абсолютно эзотерических практик, которые есть. Ну, за исключением, наверное, шумов. Те работают уже как молоточки. Но все равно это 1, ну 2, ну я не знаю, 5%. Хотите магию настоящую, так чтобы не годами читать, а быстро взмахнуть палочкой, начните с этого места. Найдите в себе доброту и человечность. Валентина Поломарчук. Андрей, здравствуйте. Не пойму, что происходит, но вдруг почти во всех крупах, чаях, свежих шоколадках начали заводиться жучки, червячки и бабочки. Я в шоке. Никогда в жизни такого не было. Почему такое могло случиться? Скажите, пожалуйста. Моль, потому что завелась у вас. Моль. Моль появляется в тех домах, где либо кто-то изменяет друг другу, либо второе, кто-то все время вспоминает прошлое или казнит себя за прошлое. Также появление моли — это, как правило, тоска, разочарование, плохие эмоции. Но что создает у нас лаванда? Она создает у нас радость и счастье. Используйте лаванду, попытайтесь выбросить все вот эти чашечки, не покупайте у того человека, который вам продает. А вообще могу сказать, что это, скорее всего, проблема орешка в вашем случае. Сейчас орешки, на них находится самое большое количество вот этой моли и этих яиц моли почему-то. Именно поэтому делайте так, чтобы у вас орешки в открытом доступе в шкафчике не находились, а также продукты, в которых есть орешки грецкие, там еще какие-либо, кедровые, особенно в грецких находятся. Ваша ученица ступени. Как защитить свой объект недвижимости, который я сдаю в краткосрочную аренду от завистливых соседей и участковых? Эзотерикой соседей не беспокоим. Эзотерики соседей не беспокоим. Намасте. Но вы плохо слушали ступени. Как защитить свой объект недвижимости? Ставьте ритуальную защиту, представляя, будто вы ставите это на объект ваш. Айм Хридайн Махом Клим Ширай Сваха. Здравствуйте, у меня сбой гормонов. Как это исправить? Какие причины эзотерические? Это причины нелюбви к себе. Женщина считает, что она никому не нужна. В этом случае у нее появляются вот такие моменты. Нужно всегда считать, что вы нужны всем мужчинам и женщинам на Земле. Та практика, которую я дал в начале этих занятий, это метод, о котором я говорил в начале. Постройте из своего тела нежного ребенка. Продолжаем. Я извиняюсь за задержку, которая произошла. Ну что, давайте будем заканчивать. Еще